Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Май 2025 года, второй прогноз. Давайте узнаем, какие энергии мая для вашего знака зодиака подскажут карты. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет, увы, о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем таки приятное время, а вы переложите свою ситуацию на метафору выпавших карт и какой-то вопрос свой сумеете просчитать. Астрологически доброе время или небо, даже мая. И месяц, когда мы можем прочувствовать или получить возможность для себя стабилизировать некоторые вопросы. Более того, и пустить их словно в рост. Это тот месяц, когда будут гармонично сочетаться конкретика дня сегодняшнего и долгосрочное видение или планы на будущее. Иными словами, посади сегодня семена того урожая, который ты собираешься собрать завтра. Давайте узнаем события ближайшего будущего, что спешит в вашу жизнь. Это будут основные вопросы, а также мы узнаем, что неожиданно откроется или какой вопрос прояснится. Узнаем, в чем ваша ресурсность, сильная позиция. Но первое, что же спешит в вашу жизнь, события ближайшего будущего. И первая карта. Что спешит в вашу жизнь, мои дорогие львы? И львицы тоже. Вторая карта. В чем вы думали, возможно, поставили точку, а оно к вам возвращается. Либо что будет у вас продолжено, или какая-то прошлая история, которая, тем не менее, будет присутствовать в мае месяце. Третья карта. Что неожиданно откроется. Возможно, это какая-то новость, информация, или, может быть, как возможность решить какую-то тему поставленную. Чему сейчас не время? Зададим такую карту. Или с чем вам нужно быть осторожным? Что вам хотят сказать высшие силы? Куда-то, может быть, не торопиться или обратить внимание? В чем ваша сила? В чем ваша ресурсность? Или сильные стороны в мае месяце? На второй колоде мы с вами раскроем по основным сферам жизни, извините. И первая сфера – это ваши достижения, честолюбивые планы, у кого-то работа, учеба, документы. Второе направление, вторая карта – это финансовая составляющая, конкретно деньги, денежная энергия. И на личную жизнь мы достанем сразу три карты, поскольку май, весна, мои дорогие. И первая карта для тех, кто в паре, или для тех, кто человек семейный. Вторая карта для тех, кто один или одна. И сложные отношения. Итак, что же спешит в вашу жизнь? Ну вот это как раз не спешит, но какой-то прошлый опыт – это всегда карта прошлого. А на сегодняшний день это здоровое равнодушие и какое-то выздоровление. Но раз это и мы рассматриваем доброе событие, значит, вы можете узнать какую-то информацию, к примеру, о человеке, кто с вами в прошлом поступил как-то некрасиво. Или о том человеке, может быть, я допускаю, у кого-то, если это вопросы работы, вы можете что-то узнать по части работодателя или самой организации, какая-то информация тоже к вам может прийти неожиданно. Но для вас это позитивный ключ. Может быть, вы окончательно разберетесь, почему прежняя ситуация у вас складывалась, или почему человек так себя повел, или, к примеру, вы, я могу такое предположить, вы обижались на какого-то человека, или даже где-то исключили его из собственной жизни. Так вот, пусть это для одного-двух, но такой вариант тоже может проиграться. Когда вы узнаете, мои дорогие, что причина как раз была не в том вашего сложного положения, или причина была не в конкретном человеке, о котором думаете вы, а в чем-то другом, или совершенно в другой персоне. Ну вот такая метаморфоза может быть, когда у нас словно открываются глаза, что дело обстоит несколько иначе. С другой позиции, все-таки пережитый опыт, это карта прошлого, как я сказала, мы никуда не денем. И в добром каком-то отношении для вас вы можете не повторить какую-то ошибку. Вас действительно и жизнь нас не всегда мучит, но и учит. Вот у вас
можно смело сказать, в мае месяце сильная позиция за счет того, что вы уже когда-то были в какой-то, может быть, шокирующей ситуации, в сложной обстановке, в сложных отношениях или в какой-то двойственности. Или, мои дорогие, вы кому-то доверяли, а вас подвели или вас предали. Самая разная палитра переживаний по тройке мечей. Это была та ситуация в прошлом, которая вас на какой-то период жизни выбила из колеи. Так вот, буквально, грустный опыт теперь вам помогает. Давайте узнаем. Интересное начало. В чем вы думали, что поставили точку, а тут к вам возвращается? Возвращается праздником. Обратите внимание. Тройка мечей и тройка кубков. Вы действительно себя можете в мае поблагодарить, что словно выстояли какой-то сложный период. Или смогли решить какой-то вопрос. Или, может быть, сумели адаптироваться к каким-то условиям, мои дорогие. Или, может быть, какую-то многозадачность в сложный период жизни вы, тем не менее, тоже сумели осуществить. Так или иначе, в чем вы думали, поставили точку. Тут может быть, как и прозрение, вот я говорила, думали на одного человека, оказалось, он ни при чем. Или вы думали, что причина сложившейся какой-то тягостной, сложной ситуации в прошлом, она крылась или была, ну, или зависела от одного какого-то человека или от сложившихся событий. Вот здесь какая-то перезагрузка и новое видение, когда у нас открываются глаза, или когда конкретно, может быть, вы столкнетесь с тем, что, ну, как выбирать придется, соглашаться или нет на что-то, и тогда вам прошлое, именно со знаком минус, помогает не надеть розовые очки, мои дорогие. Вот эта карта здорового равнодушия, то есть мы не пропускаем какую-то ситуацию через эмоции, и значит, мы видим рационально. А то, что мы видим рационально, это значит, праздник в нашей жизни определенно будет. Мы чего-то и не прошляпим, ну и не согласимся заранее. Опять же, через какие-либо вот розовые очки или через какое-то воодушевление или надежду, что это все сложится хорошо. Или на надежду мы можем также, ну, переложить, когда мы надеемся на кого-то. Нам пообещали, человек же пообещал, а мы ведь не знаем. Может быть, этому человеку ничего не стоит нас и обмануть. Ваша сильная сторона в том, что вас и обмануть будет тоже сложно, мои дорогие львы, и поэтому праздник какой-то будет. А у кого-то будет праздник по прежним вопросам, по тем как раз вопросам, которые прежде не были решены. Или какое-то дело, тема не до конца прояснены, что же неожиданно откроется. А вот действительно какая-то правда у вас откроется. Это как то, что было за гранью вашей видимости или вашего понимания. Вы могли поставить перед собой какой-то шаблон. Мы все живем среди шаблонов, нам сознание подает вот эти самые паттерны. Само по себе сознание – это и шаблон, и правила, это сила привычки. И мы по накатанному, если движемся, мы часто не замечаем, что вокруг время меняется, или что-то есть конкретика какая-то, обстановки, может быть, которая тоже не остается в статическом состоянии. Вот эти самые перемены. Или люди что-то задумывают, а мы тоже где-то, если мы не находимся в моменте осознанности, то мы принимаем на веру все, что нам говорят. Нет, это карта ля Папесса. И сегодня мы называем эту карту Верховная Жрица, но начиналось все совершенно по-другому. И первые карты Таро – это карты итальянские. И на сегодняшний день, а вот именно эта колода Золотого Таро, она по традициям итальянских первых карт построена. И вот это ля Папесса свидетельствует об историческом факте. Я не углубляюсь в него, но тем не менее в лоне католической церкви был период, который существовал много веков тому назад. И пусть это был короткий период, 2 года и 5 месяцев, но тем не менее во главе стоял не папа, а была женщина, Папесса. Она выдавала себя за мужчину. Поэтому мы сегодня карту Верховная Жрица воспринимаем с вами как тайну. Или умение хранить молчание. Умение куда-то не поторопиться. О себе много не рассказать. И уж точно не рассказать какие-то планы. Вам помогает интуиция. Это факт. Но и еще один момент. Храните о себе тайну.
Ведь это карта независимого человека. И независимость приходит не через доказательства, а когда мы отступаем полшага назад. И нам это дает возможность, первое, совершить маневр. Тот, который от нас никто не ждет. Тот маневр, который будет наиболее правильным, или тот маневр, который для вас откроет новые перспективы. Может быть, вопрос выбора как-то сделать тоже очень красиво, элегантно, с кем-то не поссориться и сохранить самого себя. Молчание буквально золото для вас, мои дорогие, но с учетом этой карты здесь может открыться какая-то новость. Но сами, повторюсь еще раз, ваша позиция, она должна быть независимая, непредвзятая. Видимо, вам буквально помогают, это старший аркан, те энергии, которые я бы назвала не включение. И для вас будет важно не принять ни одну сторону, ни вторую. Куда-то не торопитесь, потому что словно еще не все золото, что блестит. Или не все люди братья, или какая-то двойственная ситуация, или вы ее даже видите как однозначно точную на сегодняшний день. А карта нам будет говорить, а на завтрашний еще тоже все изменится. Давайте посмотрим следующую карту. И что, к чему сейчас не время, или что вам нужно, может быть, учитывать, чтобы себе не навредить. И нам здесь король жезлов. Ваши собственные идеи, ваши собственные планы. Это карта харизматичного лидера. Вы можете столкнуться с таким человеком. Но помните, наверное, это вот человек, который нас способен вдохновлять или как бы идейно настраивать на что-то. Но эта карта не говорит, что этот человек придет нам на помощь. Или когда вам могут предложить какой-то проект, или для вас самих есть какая-то, ну, словно стезя вашего продвижения или ваших честолюбивых планов. Это больше где-то карта ваша. Даже если вы имеете тот самый план, и он согласуется с конкретными планами какого-то человека, к примеру, это как какое-то партнерство, и жезлы, дела, работа, бизнес, и деньги, кстати. И вот здесь самая разная концепция, как и по работе, так и по деньгам, может быть, и через личную жизнь где-то такая зацепка будет проходить. Но все же, это вы один на один. И надейся сам на себя. А если есть такие люди, с которыми у вас контакты, ну тогда, лев, не замечтайся, потому что, повторяюсь, человек не готов действовать, или человек готов отдавать команды, или это карта руководителя, это карта ментора, коуча, который больше именно дает совет какой-то. Но сказать, что он будет что-то делать за вас, вот это дважды нет. И поэтому, возможно, рассматривайте все варианты, которые к вам приходят, ну, наверное, из разных областей жизни, сфер жизни. Разговаривайте со всеми людьми, выслушивайте, может быть, потому что для вас вот эта информация или сбор информации, как раз и Верховная Жрица нам об этом говорит, для вас это будет полезно. И здесь может быть какая-то не случайная случайность, или когда вы узнаете, может быть, банально, какой-то человек вам рассказывает свою историю, и вы слышите фразу, перекладываете ее на свою жизнь и видите для себя какой-то выход или прояснение какой-то обстановки, вопроса или вашей важной темы. Но здесь, с одной стороны, вот ваша независимость или то, что вы сами по себе, это для вас благо. Но и с другой стороны, общение, контакты с людьми, благо точно такое же. Но, видимо, май – это не время, когда вы выносите вердикты. Вот с вердиктами нужно быть осторожными. И это можно расценивать как подсказка высших сил, мои дорогие. Здесь еще какие-то предстоит правильные приоритеты расставить. Или не согласиться иногда проходит. Увы, пафосные люди, когда нас к чему-то призывают. Вот надо делать так, а вот не делать эдак. А вы слушайте свою интуицию. Она вам дает правильные подсказки. В чем ваша сила? Что вам хотят сказать высшие силы? Туз монет. Или туз пентаклей мы говорим. И правда какая-то важная новость, предложение, получение денег, может быть, или решение каких-то вопросов по части финансов. Деньги для вас, мои дорогие, это может как раз и быть
тем отправным пунктам или вашим каким-то интересам. Вы вообще можете быть более материальными, это правда. Несмотря на то, что май где-то тут нам и про праздник, и Верховная Жрица, это не совсем материализм, прямо скажем. Но, видимо, как и слушать свою интуицию, это будет важно. Или работать с информацией, но так и сохранять свое благополучие, потому что вы в этом ресурсны. И конкретно заработать деньги. Или благодаря тому, что вы как-то видите возможность для себя в том или ином вопросе, или это будет предложено по работе, или для кого-то из вас это как новый способ заработка. Все-таки туз – это как раз то зерно, которое вы можете посадить и в последующем получить урожай. Для кого-то из вас это может быть и еще, и знаете, вот словно ангел дает пентакль, а пентакль один. И кто-то из вас придет к выводу, что вам нужно, как не хватает знаний, нужно пойти либо на курсы, либо, может быть, у кого-то и второе высшее образование. Явно, ну вот учеба или адаптация к какой-то ситуации может вас вынуждать, или причем это не то вынуждение, когда мы делаем что-то через силу. Нет, тут все наоборот, это вы сами загоритесь этим проектом, потому что словно высшие силы вам как раз и транслируют. Для тебя нужно как-то перестроиться на новый лад, лев. И в этом твоя сила, буквально. В этом ваша сильная позиция. И в этом твои ресурсы. Какие-то новые способы заработка. Я такое вижу. Давайте посмотрим через карты Таро ваши достижения. Правда, тут вы захотите сбросить вот эту вязанку жезлов, потому что какая-то многозадачность вам надоела. Если мы говорим о мае месяце, в принципе, скучать вам будет некогда, это факт, но и много будет работы. Поэтому карта говорит, ты, с одной стороны, у тебя хватит ресурсов, жизненной силы, активности, вытянуть вот эту вязанку. Но, мои дорогие львы, нужно хорошенько подумать, а надо ли тянуть? Или надо ли соглашаться на что-то? А не будет ли так, как какой-то прежний опыт, когда вы вкладывались во что-то, и не обязательно это даже финансы, вы вкладывались своим временем, своими знаниями, своей энергией, нервами, в конце концов, а что-то, а бонусы получил другой. Вот не должно быть вот этой диспропорции, мои дорогие львы и львицы, поэтому куда вы будете тратить усилия? Это то, что я сказала, опять же, в самом начале, или вот это зерно. Как посади семя сегодня, если ты хочешь, то только ты определись, какой урожай ты хочешь получить завтра. И вот в зависимости от этого подумай, куда ты будешь тратить время и свои жизненные силы, или, может быть, что ты будешь развивать на будущее. Видимо, с чем-то определяться вам придется. Но не могу сказать, что вот все как-то однозначно в мае месяце, иначе бы вам не выпадала карта Верховная Жрица. Слушайте свою интуицию, она у вас будет работать очень правильно. И интуицию не надо, конечно, путать с глубокой философией на мелком месте, а по философии это как раз тройка мечей. Это когда ситуация из прошлого, но мы ее без конца как реанимируем, оживляем, потому что мы об этом думаем. И пока мы об этом думаем, она будет продолжать жить. А нам в этом нужно поставить точку, словно выздороветь. И вот на выздоровление, на какую-то перезагрузку, трансформацию. Май – великолепный период. Но это когда мы еще не рвемся в бой. Это когда мы не летим стремглав. Это мы в тени. Мы наблюдаем, анализируем и делаем правильные выводы. А потом вы сориентируетесь, что же нужно продолжать. Действительно какая-то перезагрузка. Вопросы финансов. Правда, деньги. Девятка пентаклей. Карта самодостаточного человека. И что я хочу сказать? Для чего нужна интуиция вам? И вот эти правильные подсказки. Ведь основа самодостаточности – это самодоверие. На чем строится самодоверие? Как бы это ни казалось парадоксальным, но наше самодоверие строится на наших ошибках, мои дорогие львы. Не было бы вот этих сложных ошибок, и мы бы не оказались в этой тройке мечей. И значит, мы бы не знали, что в принципе может сложиться какая-то ситуация.
И мы бы были очень наивными, доверчивыми. Мы позволяли бы себя купить на какую-то лесть или на пустые обещания. И вот, скорее всего, вот эта тройка мечей, она как раз и связана с тем, что вы вкладывались туда, куда не надо, либо вы кому-то доверяли больше, чем следовало, или вас купили на лесть или на какой-то пафос, на пустые обещания. И в итоге мы понимаем, что вот мы куда-то шли и теперь пришли. Но из этого состояния мы должны выйти. И начинается это, когда мы прощаем себя. Когда мы не говорим, что это вот из-за него у меня произошло. Или этот человек, ну, вообще последний какой-то человек. И может быть даже оно так и есть. Мы можем сталкиваться с разной группой людей. Кто-то и обманщик, кто-то и мошенник, кто-то просто прохвост такой, знаете, знатный, да, когда, ну, сложно определить с первой минуты, что он там задумал. Но если мы попали единожды в такую ситуацию, мы уже больше ведь не хотим туда попасть. И поэтому вот это прощение, мы говорим, это я кому-то доверял больше, чем следовало. Или это я не рассмотрела вот этого прохвоста, а он мне казался благородным человеком. Мы не перекладываем ответственность за какую-то сложившуюся ситуацию на другого человека, а мы прощаем себя за то, что мы кому-то доверяли или на что-то согласились. И с этого начинается самодостаточность, потому что прощение есть самодоверие. Почему я так подробно сказала? Карта самодостаточности, девятка пентаклей. И вопросы денег как-то увязаны. Может быть, это вы. Но я банально приведу пример. Из благородных побуждений кому-то помогали. Вкладывались. А кто-то мог подписать банально, например, какой-то юридический документ, когда вы берете на себя обязательства за конкретного человека, а человек брал банально кредит, и человек исчез, а кредит выплачиваете вы. И такое бывает, увы, в нашей жизни. И тут надо проанализировать, где же я дал слабину или оплошность, и себя простить за эту оплошность, и уже искать выход, а не снова и снова пытаться себя вернуть вот к этой патовой ситуации. Перезагрузка действительно, и у каждого своя причина. Но ваш путь, и у вас, кстати, май месяц, это время денег, или новой концепции заработков, или получение должности, или через изучение, освоение новых навыков, ресурсов. Тоже какая-то перезагрузка, и в конечном итоге это как ваша сильная сторона, так и по деньгам вы что-то можете очень значимое для себя осуществить. Много сказала, но надеюсь, кому-то это будет полезно. Личная жизнь и для тех, кто в паре, или тех, кто человек семейный. Смотрите, аркан справедливости – это всегда причина и следствие. И может быть, вот правда, вот эта тройка мечей, она несколько зависит от того, что вы, ну, имели контакты даже, может быть, и в личной жизни с тем человеком, который не был надежным. Или мы говорим, не ваш человек был. Ну, ведь есть такое на самом деле. Мы себя корим или анализируем человека, а все проще, все на поверхности. Это действительно не ваш человек. Как будто человек не вашего круга, а вы его пытались, ну, где-то или думали, имели надежду, что он таковым станет. А как он может таким стать? Да никак, если он, по сути, вам, ну, только как, знаете, кармический партнер был дан. Ведь такое бывает. Это как раз вот все то, что я вам сегодня рассказываю. Вот эта карма, она где-то тоже ведь проходит по верховной жрице. И вот тут все встает у вас постепенно на свои места. И вот причина и следствие. И если мы сделали что-то прежде хорошо, то нам тогда силы небесные, ангелы, высшие силы возвращают, пусть через помощь других людей, нам возвращают то, что словно нам причитается, или оказывают какую-то поддержку, давая для нас выход из какого-то создавшегося положения. Конечно, я могу сказать, мы на личную жизнь смотрим, просто серьезный аркан, и он старший. Тут у каждого, да тут тысячи, наверное, могут быть ситуаций, понятно, у каждого своя
Но если вы что-то сделали не очень хорошо, то тоже самодоверие, вот эту ошибку нужно увидеть, и тогда вы ее сумеете быстрее исправить. И вот здесь вот что-то как через документы может быть. И для людей семейных это словно вы по судьбе, если у вас сейчас все хорошо, могут стать какие-то вопросы, к примеру, пересмотра, может быть, банально. Вы оформляете недвижимость, или, например, для людей семейных вопросы переезда, или для тех, кто в паре. Эта карта может свидетельствовать о том, что это прежде какая-то была история, но вы не могли определиться, оформлять ли ваш юридический союз, вступать ли в брак, и вот какие-то подобные вопросы вы можете решать. Я могу также допустить и развод у кого-то, может быть. Поэтому перекладывайте на себя. Давайте посмотрим. Вторая карта, это для тех, кто один или одна. Ну, наверное, все то, что я сказала, это карта повешенной. Она хороша для переосмысления. Ведь вообще человек сам себя перевернул, потому что ему нужно увидеть что-то как альтернативный вариант. Или словно с другого ракурса. Но не согласиться опять на что-то. Выйти все-таки из подвешенного состояния нужно. Почему? Аркан повешенный – это всегда тупик. Я всегда сравниваю Т-образный перекресток. Вот мы словно приехали в эту точку. И прямо, ну никак, прямо перед нами стена. Либо направо, либо налево. Вот и вы, мои дорогие, кто один или одна, теперь можете анализировать прежнюю ситуацию и для себя продумывать, а стоит ли выходить или каким образом. Но смысл все-таки не быть одному или одной есть, потому что для вас 2025 год, вторая половина – это добрая энергия. Но, может быть, на что соглашаться, или какой партнер моего круга, или кто мне по судьбе. Вот есть какая-то перезагрузка в мае месяце, она важна лично для вас, и вам словно высшие силы помогают решить какую-то или патовую ситуацию, даже пусть это по вашему одиночеству, или решиться выйти из одиночества. Но вы тут что-то передумаете. И вот когда словно перевернете на 180 градусов историю своего одиночества, обратите внимание, наш человек словно танцует. И мы видим, эти цепи, они, по сути дела, не держат. Это просто волшебный танец в каком-то новом формате жизни. Поэтому продумайте для себя вот такой выход из одиночества. Для тех, кто в сложных отношениях. Вот смотрите, 3 старших аркана. И я тогда могу сказать, мои дорогие, конечно, ситуация у каждого по-своему. Кто-то будет смотреть одиночество и одновременно незаконченную какую-то пьесу прежнюю в личных отношениях и одновременно сложные отношения. И у кого-то это будет, наоборот, вопросы, может быть, вашего брака, когда вы вот сейчас что-то оформляете. Или дополнительно, даже брак есть, но можно составить, к примеру, брачный договор и некоторые позиции вот так детализировать. Кто-то об этом может задуматься, почему нет. Но если у кого-то серьезные отношения и в то же время сложные отношения, вы как-то тут будете спокойно пытаться понять друг друга. Или что-то тоже можете пересматривать. И то есть вот эти 3 старших аркана о чем? Что не все так однозначно. Здесь сразу несколько позиций вам придется учитывать. Но тогда куда-то не торопитесь. И, по сути дела, нам ведь тоже говорят. И не замечтайся, и не притяни заново вот эту историю. Не реанимируй ее из прошлого. Она закончилась. Она больше не повторится. Ты вышел более сильной личностью. Тебе сейчас задача перестроиться, трансформироваться, адаптировать себя к новым каким-то реалиям и после организовать свою жизнь совершенно в новом ключе. Вот все 3 карты об этом, мои дорогие. И здесь где-то перезагрузка может быть и по части для тех, кто в паре, и перезагрузка для тех, кто привык к какому-то даже одиночеству, или долгое время, может, вы не успели привыкнуть, или наоборот, теперь оно вам успело надоесть, но себе не навредить. Это будет тоже важно, и поэтому как-то аккуратно, может быть, расширить диапазон или горизонт ваших контактов, или изменить социум, и тут надо об этом подумать. Но и в сложных отношениях не стоит пороть горячку. Но договариваться, проговаривать, быть услышанным и
Быть вот как в тени. Все-таки для вас, я вижу, это сильная позиция. В тени, может быть, на какой-то период времени, пока вы для себя что-то окончательно не проясните, но и не упустить возможность. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.